Фидан и Бурак пропали, и обитатели особняка отчаянно ищут их. Айдан пользуется этим случаем и начинает выдумывать ложь о Фидане. Хотя Топрак им не верить их исчезновение, только усиливает его тревогу. Ася разбила сердце. Мертвечта, конечно же, очень радует Зерина и Сельму. Айдан резко поступает с Фидан, но вскоре об этом жалеет. Топрак в ярости на Айдана Ялчин помогает ей выбраться из этой передряги. Кереман решает вернуться в район, где живет Фидан. Ася не рассказывает Мирту, почему отменила свадьбу, но предсмертное сообщение Сельмы побуждает Мирта к действиям. Сердце Фидан замирает, когда она видит Керемана в семейном доме. Ася ушла со свадьбы. Мерт нигде не может ее найти. Все, кроме Мерта и матерей, Ася расстроены. Происходит нечто, заставляет Ася ненавидеть Фидан еще сильнее. Фидан, встревоженно узнав, что Кереман почти нашел местонахождение бывшей жены Топрака. Халиди тоже напугана, а Али уверен, что у него все под контролем. У Ялчина начинают проявляться чувства, и Али узнает, что у Эджи появилась соперница за его любовь. Сельма злится из-за побега Аси. Аднан планирует особый свадебный сюрприз. Айдан пытается соблазнить Топрака, но тот не поддается. Благодаря Али истинная личность Фидан остается скрытой от Керемана. Однако это не остановит Керемана от плохого обращения с Фидан. Сельма столкнула Асю с лестницы. Это только начало планов Сельмы на свадьбу Аси. Хотя аромат цветов пробуждает в памяти Топрака новые воспоминания его. Прошлое слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Человек, Керемана Адам, вот-вот узнает, что Фидан – бывшая жена Топрака. Ялчин безупречно справляется со своей работой в семейной холдинговой компании. Будет ли этого достаточно, чтобы Эджи обратила на него внимание? Накануне свадьбы Асю постигает несчастье. Кереман говорит Фидан держаться подальше от Топрак, но Фидан столкнется с трудным выбором. Топрак делится своими переживаниями с Алина Али, предпочитает, чтобы она этого не делала. Айдан полна решимости продолжить свои старые игры. Аднан удивляет Асюи, никто не рад этому так сильно, как Сельма и Зерин. Мерт же совсем недоволен сложившейся ситуацией. На свадьбе Топрака и Айдана произойдет событие, которое никто, особенно Айдан, не забудет. Фидан с трудом отвечает на некоторые вопросы Керемана. Тем временем матери Мерта и Аси ссорятся как никогда. Ася пытается погасить свой долг перед Аднаном, что еще больше усиливает напряжение между Асей и Мертом. Когда наступает день свадьбы Топрак, и Фидан все еще отсутствует. Айдан придет в ярость, если узнает, что Топрак и Фидан провели ночь вместе незадолго до свадьбы. Топрак пытается восстановить воспоминания, которые она не может вспомнить. Это оказывается не так просто, как она ожидала. Фидан, однако, полна решимости не сдаваться. Тем временем Мерт обнаруживает, что Аднан не из тех, кто принимает отказ. Хотя результаты ДНК-теста, неубедительно знакомый свист, убеждает Фидан в том, что Топрак – ее пропавший муж. Поездка Аси и Эджи за город на девичник дает Фидан возможность отвезти Топрака в особое место. Мерт резко высказался в адрес Аднана, ему предстоит узнать, что Аднан – человек, которого нельзя недооценивать. Айдан в ярости по тому, что застала Фидан в своей комнате. Если Фидан снова окажется, в такой ситуации все развалится. Лучшая подруга Фидан говорит ей, что она цепляется за безнадежные вещи и что Неджат – это не Топракна. Топрак, само того, не осознавая все, еще сбивает ее с толку. Тем временем Мерт думает, как погасить долг Аси и как избавиться от Аднана. Фидан застает Айдан за тем, как-то подсыпает наркотики в кофе Топрак. Теперь Айдан застанет Фидан не в том месте, и женщины столкнутся лицом к лицу. Топрак пытается разными способами найти зацепку из своего прошлого. Мерт приходит в ярость, узнав, что Ася начала работать на Аднана. Аднан делает Мерту неожиданное предложение. Фидан случайно подслушивает разговор Топрака с матерью, в котором он говорит, что Айдан кажется ей совершенно чужой. Это вселяет в Фидан надежду, но она все еще в замешательстве. Она не может понять, в чем дело между Топраком и Айданом. Тем временем Фидан застает Айдана за чем-то подозрительным. Аднан вмешивается, чтобы спасти жизнь.
Миртану Мерт будет очень благодарен, когда узнает о последствиях. Фидан в ужасе увидев Топрака и Айдана спящими в одной постели. Эджа начинает подозревать, что состояние Топрака не ограничивается лишь потерей Пометина. После освобождения Ялчина Эджа придется самой разбираться со своими проблемами. Неожиданный человек спасает жизнь Мерту. Фидан в ужасе увидев Топрака и Айдана спящими в одной постели. Эджа начинает подозревать, что состояние Топрака не ограничивается лишь потерей Пометина. После освобождения Ялчина Эджа придется самой разбираться со своими проблемами. Неожиданный человек спасает жизнь Мерту. Топрак наблюдает за Фидан, когда она произносит речь у могилы Неджата. Но сколько он успел услышать? Тем временем продолжаются свадебные приготовления. Айдан очень взволнован. Однако горе Фидан усиливается. Возвращение Эдже наполняет Али радостью. Аси и Ешар разрабатывают план освобождения Мерта из тюрьмы. Будет ли этого достаточно? Когда Фидан слышит, как Топрак насвистывает ту же мелодию, что и ее покойный мужона, убеждается, что это действительно Неджат. Мысль о том, что Топрак вернет себе память, вселяет в Фидан надежду. Однако Айдан увеличивает дозу лекарств, которые дают Топраку, чтобы предотвратить возвращение памяти. Тем временем сестра Топрака Эджа приехала домой на свадьбу. Вспомнит ли Топрак ее? Ждет возможности свести счеты с Мертом. Образцы ДНК Неджата исчезают из лаборатории. Из-за пропажи образцов у Фидан больше нет шанса доказать, что Топрак – тот муж, которого она считала мертвым. Единственная надежда Фидан, что последняя их совместная фотография возродит что-то в памяти Топрака. Тем временем мужчина, которого зарезал Мерт, находится на операции, его брат ждет возможности свести счеты с Мертом.